Всем привет! Меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Библия процессного управления CBOK утверждает, что BPM – это ключевая особенность компании. Что это вообще значит? Это значит, управляйте процессами, и все у вас будет в порядке. Звучит слишком громко? Давайте разберемся. Вообще, компании существуют, чтобы давать их клиентам ценность. Ценность в виде продуктов или услуг. И именно качество бизнес-процессов для клиента говорит о том, что такое качество всей компании. А качество сервисных процессов и процессов управления отражает, насколько хорошо работает ее внутренняя кухня. То есть управление бизнес-процессами – задача стратегическая. Более того, BPM как дисциплина формирует и воспитывает культуру клиентоориентированности и работу на результат. А это качественно меняет всю компанию. Повторюсь, управляйте процессами, и все у вас будет хорошо. Сегодня мы поговорим о том, в чем же именно заключается управление бизнес-процессами. О тех трех китах, на которых и держится BPM. Кит первый – процессы. Да, все опять начинается именно с процессов, а именно с процессов, поддерживающих управление другими бизнес-процессами. Помните цикл Деминга? Пойдем по нему. Описание, моделирование и внедрение бизнес-процессов. Затем их исполнение, затем мониторинг и контроль, а также процессы непрерывного улучшения процессов. Разумеется, все эти процессы пойдут по замкнутому циклу. Кит второй. Люди. Компания – это люди. Не работают люди, не работают процессы. И компания с функциональной системой управления не адаптирована под эффективность процессного управления. Компании потребуются владельцы процессов, наделенные властью управлять и изменять бизнес-процессы. Компании потребуются процессные евангелисты, которые будут продвигать процессное управление в компании. Наконец, компании потребуются процессные архитекторы, которые будут проектировать и имплементировать процессы. Набирается целая команда, то есть процессный офис. Это отдельное подразделение компании, которое управляет и администрирует бизнес-процессы. Кит третий – технологии. Первые два кита, процессы и люди, могут заставить процессное управление работать, но скорость этой работы определяют технологии и внедренные IT-средства. Как я уже ранее говорил в одном из предыдущих выпусков Naked BPM, BPM может существовать и без IT, однако эффект будет не тот, и идеальной технологией здесь является именно BPMS. Что требуется от третьего кита BPM? Давайте посмотрим снова на цикл Деминга. Инструменты описания и проектирования бизнес-процессов, а также репозитории бизнес-процессов. Все должно быть быстро и удобно, а желательно, чтобы разобраться с программой мог не только админ в свитере, но и процессный аналитик, а то и вообще человек от бизнеса, то есть вообще не знающий IT. Исполнение бизнес-процессов. BPMS сама ставит задачи пользователям, а также контролирует их исполнение и следит за ходом исполнения процесса. Мониторинг исполнения. Система отслеживает показатели исполнения и эскалирует в случае отклонения показателей. Инструменты управления изменениями и отклонениями. BPMS строит гибкие процессы, которые можно на лету изменять и немедленно запускать в работу. Сейчас я демонстрировал примеры из нашей BPM-системы Elma. Попробовать ее абсолютно бесплатно вы можете прямо сейчас. Ссылки найдете в описании к видео. Если же полнофункциональная BPM-система вам пока не нужна, и вы хотите ограничиться лишь моделированием процессов, то по ссылке вы можете найти наш бесплатный инструмент BPMN Studio, в который вы сможете рисовать модели процессов и делиться ими с вашими коллегами. Повторюсь, все абсолютно бесплатно, ссылки в описании. Вот такие три кита BPM. Процессы, люди и технологии. Просадка в любом из них приведет к плачевному результату, потому что слабейшее звено определяет качество всей системы. На сегодня у меня все. Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропускать следующие выпуски Naked BPM. Всем успехов!